Некоторые рейнджеры заметили взволнованного гигантского льва и быстро отвезли его на осмотр. Однако, когда ветеринар увидела ультразвук, она сразу побледнела, шокированная изображением. Лесной рейнджер Алексей Петров уже собирался завершить свою патрульную смену, когда странный звук остановил его на месте. Это был низкий стон, но это не было обычным звуком. Это был призыв о помощи. Как рейнджер он привык к многим звукам в лесу и саванне. Крик каждого животного имел свою мелодию, и Алексей верил, что его молодые неопытные уши могут расшифровать эмоции, стоящие за ними. 25-летний рейнджер твердо верил, что звук, который он только что услышал, был криком о помощи от медведя или льва. С его инстинктами на пределе он позвал своего партнера, рейнджера Мишу, чтобы получить второе мнение. Однако, к его большому удивлению, звук ни разу не отозвался. Он попросил Мишу еще раз внимательно прислушаться. Тем не менее, после долгих и усердных попыток они не смогли уловить звук, который услышал Алексей. Словно странный крик увял в воздухе, как если бы его никогда не существовало. Брови Алексея слегка нахмурились от недоумения. Неужели это было его воображение? Блуждая по лесу, он знал, что это может сбивать с толку, поэтому решил, что это просто один из тех редких случаев, когда так происходит. Но он и не подозревал, что этот звук был лишь началом тревожного путешествия в его жизни. Алексей Петров работал рейнджером всего 4 месяца вороночных лугов Бани в Гуджарате, Индия, но его эксцентричное поведение и сомнительное суждение сделали его загадкой среди его сверстников. Новичок сделал свой дебют в первый месяц работы, когда он сообщил о наблюдении ящерицы комодо, вида, произрастающего в Индонезии. Этот отчет озадачил его коллег, заставив их задуматься, что такая тварь могла делать в индийских луговых. После короткого расследования выяснили, что ящерица на самом деле оказалась гигантским вараном. Все посмеялись над этим, назвав это простой ошибкой, вызванной обычным всплеском энергии, присущей большинству новичков. Они не подумали ни о чем другом и продолжили выполнять свои обязанности. Тем не менее, молодой Алексей отказался позволить своей репутации пострадать просто так. Чтобы доказать свое дело, рейнджер с тех пор вышел на индивидуальный патруль, чтобы доказать, что его навыки наблюдения — это настоящий драгоценный камень. Хотя это могло бы восприниматься как очередная милая уловка, это не было таким. Алексей отправился в это небольшое путешествие наперекор указаниям своего начальства и вернулся с еще одной озадачивающей находкой. Алексей представил фотографию редкого вида птицы, заявив, что это прорывное открытие. Однако эксперты вскоре обнадежили его, идентифицировав птицу как обычного павлина. Это еще больше укрепило недоверие его коллег к его словам и действиям. Репутация Алексея начала падать внутри охранной группы, и большинство рейнджеров стали ставить под сомнение его общую компетентность. Можно было бы подумать, что с его именем, которое стало предметом насмешек, он прекратит поступки, которые его опорочили. Тем не менее, Алексей был особым человеком. Несмотря на критику, которая обрушилась на него, он упрямо стремился доказать свою ценность и продолжал пренебрегать протоколами. Как всегда, он оставлял за собой след ошибок, и его начальство неоднократно прощало и не обращало внимания на его проступки. Он был одним из ярчайших учеников Академии, но они могли терпеть только до определенного предела. Действительно, они могли игнорировать лишь до определенного момента. Последней каплей стало то, что Алексей вошел в чувствительную территорию, нарушив гнездовой участок и заставив группу находящихся под угрозой исчезновения птиц покинуть его. Эта безрассудная ошибка исчерпала терпение его начальства. Они признали его неуправляемым и не желали больше принимать удары от руководства из-за него. Поэтому они дали Алексею последний шанс, предупредив, что любые дальнейшие ошибки в этот раз приведут к серьезным последствиям, вплоть до исключения из службы.
Алексей напомнил себе об этом факте, когда вдалеке снова уловил тревожный стон. Его любопытство стало очень сильным, но он изо всех сил старался сдерживаться, чтобы избежать новых проблем со своими коллегами. Каждый раз, когда он думал, что наткнулся на что-то действительно уникальное, он оказывался неправ и оставался с ощущением неловкости. Он решал игнорировать любой слышащий звук и действовать так, будто ничего не произошло. По крайней мере, это спасет его от смеха со стороны других. Действия Алексея привели его в очень деликатное положение не только на рабочем месте, но и среди его сверстников. С его репутацией, качающейся все ниже, они теряли доверие к нему и часто избегали общения с ним. Более того, тот факт, что он еще и был иностранцем, тоже не способствовал его интеграции. Родившись у южноафриканских родителей и росший в различных культурных условиях, Алексей нажил настоящие трудности с поиском общего языка с индийскими коллегами. Эта проблема стала более ощутимой, когда он встретил своего нового партнера Мишу. Хотя это не было написано на бумаге, Миша был назначен следить за Алексеем и ограничивать его чрезмерные действия. Новичок болезненно осознавал, что его будущее как рейнджера в бане висело на волоске, поэтому он решил не искать источник звука. Ему все еще нужна была работа, и поэтому он не хотел давать Мише или остальным своим товарищам больше поводов для беспокойства. В тот день оба рейнджера вернулись на базу и сделали свои привычные отчеты. Алексей продолжил выполнять свои ежедневные обязанности, надеясь пройти через неделю без дальнейших проблем. К сожалению, судьба не собиралась давать ему такого шанса. На следующий день Миша и Алексей вышли на свой обычный патруль, но когда они подошли к границе леса около обширной лужайки, Алексей снова сделал наблюдение. Тот же звук, который он услышал накануне, громко отозвался среди деревьев. Это был стон, такой холодный, что волосы по всему телу встали от страха и тревоги. Что бы это ни было, Алексей предполагал, скорее всего, было в бедственном положении. Как лесной рейнджер, он имел полное право оценить ситуацию и найти решение. Как и прежде, Алексей предупредил Мишу о тревожном звуке, и к его облегчению его партнер вновь услышал его. Однако Миша отмахнулся от этого, вместо того, чтобы дальше расследовать, как он хотел. «Наверняка это просто медвежонок играет в лесу», сказал он небрежно, шагая дальше по лесу. «Не думай о том, чтобы снова стать героем». Это предупреждение вызвало в Алексее смешанные чувства. Ему не нравилось, как они постоянно игнорировали его мнение на работе, и он хотел ничего большего, чем выходить за рамки, как он обычно делал. Но за молодым человеком стояло желание вспомнить, что на кону было, если он сделает что-то не так. Позже, в тот же день, Алексей выполнял свои обязанности, но ему было трудно избавиться от чувства разочарования. Слова Миши, его действия и бездействия продолжали звучать в его уме, подогревая его злость. По мере того, как день тянулся, в Алексее нарастало волнение. Стремление узнать больше и выяснить источник звука продолжало расти, и именно тогда он позволил своему любопытству взять верх. Во время обеденного перерыва на следующий день Алексей решился проникнуть в лес одному, полон решимости найти животное, которое 2 дня подряд издавало такой подавляющий звук. Его сердце колотилось от различных чувств. Ужас от последствий, которые его ждали, если все пойдет не так, ожидание открытия, которое он собирался сделать, и уверенность в смелом шаге, несмотря на придерживавшиеся к нему сомнения. Алексей был уверен, что после того, что он откроет в этом маленьком приключении, его душевное спокойствие будет восстановлено, но не ведая об этом, то, что ожидало его впереди, откроет двери к еще более шокирующим событиям в его жизни. Как змея, Алексей быстро преодолел лесные просторы до места, где он слышал шум накануне. Мир вокруг становился размытым зеленым и коричневым, пока он с длинными шагами углублялся в лес. Его сердце бешено колотилось с каждым шагом, осознавая, что мгновенная помощь будет мифом, если он столкнется с опасным животным или окажется в неудобной ситуации.
Несмотря на предупреждающие сигналы в его голове, Алексей продолжал до тех пор, пока не достиг засохшего лужайки. В этот момент он знал, что назад дороги нет. Молодой рейнджер оказался без присмотра, попав в опасную местность, без должной подготовки, движимый лишь любопытством и решимостью. Теперь, когда он оказался на этой территории, он услышал, как стон становился громче. После небольшого прослушивания Алексей понял одну устрашающую деталь. Животное, которое он искал, ужасно походило на льва. Хотя это не был обычный рычание. Низкий, хриплый и гортанный звук вместе с его глубоким гулким качеством указывал на то, что он определенно имел дело с львом. Но что могло делать этот большой кот в лесу так часто? И почему он стонал от боли? Эти мысли терзали разум Алексея по мере того, как он следовал за животным, которое все еще пряталось в густой траве. Высокие травы скрывали его зрение, но Алексей держал безопасное расстояние. Его чувства были на пределе готовности. Он следил за движущимся животным, его сердце колотилось от ожидания. Наконец, его смелый поиск завершился, когда животное вышло на открытую поляну. Наконец, он увидел его. Как и он подозревал, это был лев. Однако нечто в этом льве заставило его замереть от шока. С глазами, словно блюдца, Алексей заметил, что лев перед ним был гигантским, с опухшим и раздутым животом. Мысли юного рейнджера лихорадочно метались. Как лев мог оказаться в Луговом? Большинство азиатских львов в Гуджарате обитают лишь в национальном парке Гир, поэтому увидеть одного в этой области было по меньшей мере шокирующим. Знали ли по этому поводу другие рейнджеры? И почему он выглядел так необычно? Алексей встал, озадаченно глядя, не зная, что делать дальше. Тогда, секунды спустя, его осенила мысль. Он быстро вытащил свой телефон и сделал фотографию льва, опасаясь, что его слова не будут восприниматься всерьез на базе. Со свидетельством теперь у него в руках, Алексей вернулся на свою станцию, желая поделиться своим открытием с коллегами. Он рассказал свою историю, объяснив, как тревожный звук сначала привлек его внимание и как он последовал своей интуиции и наткнулся на этого невероятного льва. Как и ожидалось, они разразились смехом, не веря в то, что огромный лев с беременным животом блуждает по лугам бани. Их недоверчивые выражения вызвали ухмылку на лице Алексея, как будто он довел их до того, чего хотел. С триумфальной улыбкой на лице молодой рейнджер показал фото, которое он сделал, ожидая с учащенным сердцем их недоуменных реакций. Но к его огромному удивлению, они остались скептичными, и некоторые даже заявили, что фотография была подделкой. Надежды Алексея мгновенно развеялись в прах. Его лицо потемнело, когда коллеги начали смеяться над ним, и он почувствовал, как последние силы покидают его. Однако это продолжалось недолго, пока не произошло что-то неожиданное. Его начальник, рейнджер Елена, вышла из офиса и одним быстрым взглядом окинула фотографию. Мыслительное выражение выросло на ее лице, и после короткого размышления она произнесла слова, удивившие всех в комнате. Елена назначила Мишу и другого опытного рейнджера, Артема, взять на себя расследование этой ситуации. Их задачей было проверить сообщение и дать отчет, причем Алексей возглавлял группу. Незамедлительно группа отправилась, преодолевая густые леса, пока не выбрались на обширную лужайку. Они остановились на мгновение, осматривая свои окрестности в поисках знакового льва. Затем, спустя пару часов, они, наконец, его заметили. Лев вдвое больше среднего, здесь, в луговах бани. Алексей наблюдал с удовлетворением, как глаза Миши и Артема раскрываются от шока. Молодой рейнджер не мог сдержать своего энтузиазма, глядя на их испуганные лица. «Я же говорил вам», — сказал он, улыбаясь до ушей. Однако его момент веселья и триумфа был недолгим, когда он вскоре заметил кое-что странное. Лев продолжал стонать громче, чем когда-либо, и выглядел вялым. Недолго они догадались, что что-то не так, и что фактический размер этого льва мог быть неестественным явлением. Миша быстро вызвал помощь по радио, и вскоре ветеринар команды, доктор Светлана, прибыла на место. Она оценила ситуацию с безопасного расстояния, прежде чем сделать шокирующий отчет.
Опытный ветеринар объяснила, что вес льва был нечто непознанное, подчеркивая необходимость провести полноценное медицинское обследование в клинике, так как невозможно было сделать это на месте. Этот лев нуждался в помощи. Не раздумывая, рейнджеры немедленно взялись за дело. Алексей вызвал еще больше помощи и транспортных средств, в то время как Миша уведомил некоторых охранников дикой природы в лесном департаменте Гуджарата, чтобы обеспечить безопасный и бесперебойный транспорт. В течение нескольких минут команда успокоила льва и перевезла его в приют, где, как они еще не знали, их ждало шокирующее откровение. Доктор Светлана быстро включилась в работу, проводя медицинские обследования у льва. Она взяла образцы крови, проверила показатели здоровья льва и провела физическую оценку. Позже она подготовила льва к ультразвуковому исследованию, стремясь узнать, что скрывается под его густой гигантской гривой и коричневой кожей. Тем временем атмосфера на станции кардинально изменилась, так как многие рейнджеры собрались на встречу по поводу дела льва. Рейнджер Елена и ее подчиненные обсуждали возможность браконьерства в лесах, задаваясь вопросом, почему такой огромный лев остался незамеченным под их радаром и есть ли какая-либо связь между этим и браконьерами. Вместе с охранниками дикой природы рейнджеры разработали план отслеживания и патрулирования больших участков в регионе, чтобы проверить активность браконьеров. Когда они занялись своей программой, поступила шокирующая новость от доктора Светланы, откровение, которое оставило их повестку на паузе. Во время ультразвука ветеринар заметила нечто, что немедленно заставило ее побледнеть, в истинном несдерживаемом шоке. Она не могла поверить своим глазам. В теле льва была странная темная масса, особенно вокруг его печени. При ближайшем рассмотрении она обнаружила, что у дикого кота была большая твердая киста, вероятно, вызванная тяжелой паразитарной инфекцией. Киста затронула не только его печень, но и уровень гормонов. В полном отчаянии доктор Светлана задавалась вопросом, как долго лев страдал от такой боли и почему это развилось до такой степени. «Это дело крайне серьезное», — призналась она. Ее голос пронизывал тревогой. «Шансы на выживание льва невелики». Выражение Алексея немедленно отразило ее реакцию, когда чувство вины начало терзать его. Он вспомнил, как именно стон привлек его внимание изначально. Тем не менее, в миг веселья он забыл об этом важном факте и отнесся к ситуации легкомысленно. С осознанием реальности Алексей подтолкнул доктора Светлану сделать все возможное, чтобы спасти льва. Однако имелась одна небольшая проблема. Уверенность ветеринара, казалось, пошатнулась после подтверждения диагноза. С учетом тяжести состояния льва, она боялась, что операция может не принести успеха, и бремя этой ответственности огромной давило на нее. Еще хуже было то, что лев был редким видом в лугах. Гуджрат был домом для многих азиатских львов, большинство из которых обитали в национальном парке Гир, но очень немного были такого размера. Этот гигантский лев, похоже, забрел далеко от своего естественного ареала и оказался в луговых. Доктор Светлана не могла избавиться от чувства, что она может быть ответственной за гибель существа, которое является настоящим кладом для заповедника дикой природы. Рейнджеры могли понять страх ветеринаров. Они ощущали беспокойство на лице доктора Светланы, что свидетельствовало о немыслимом воздействии, которое случай льва оказал на нее. Команда дала ей время подумать и пространство для дыхания. Рейнджер Елена задумалась о том, чтобы вовлечь руководство в дело, так как это стало вопросом управления. Но прежде чем она смогла сделать шаг, ветеринар собрала свои мысли, возвращаясь к здравому рассуждению. Как ветеринар, она знала, что должна отложить в сторону свои волнения и страхи и сосредоточиться на задаче спасения жизни льва. Каждая минута, потраченная на беспокойные мысли, имела бы пагубные последствия для бедного животного. Итак, с этой мыслью доктор Светлана приготовилась к операции. Операция заняла 3 мучительных часа, и с каждым разрезом, который она делала, доктор Светлана произносила внутреннюю молитву.
надеясь, что лев не разочаруется в ней. Наконец, после того, что показалось вечностью, операция была завершена. Доктор Светлана вздохнула с облегчением, узнав, что худшее позади. Эта новость обрадовала всех, включая Алексея и рейнджеров. Алексей ощутил прилив облегчения. Он выразил глубокое уважение к доктору Светлане, которая проявила свои отличные навыки и преданность делу в самой вдохновляющей манере. С успешной операцией и делом теперь всеобъемлющим, руководство приняло решение провести расследование относительно появления льва в Луговых. Спустя несколько дней выяснили, что лев действительно мигрировал в эту область самостоятельно, так как им не удалось найти каких-либо следов браконьерства или человеческого вмешательства. Спустя несколько месяцев руководство разработало план, чтобы помочь льву, здоровье которого теперь стабилизировалось. Поскольку лес не был подходящим местом для азиатского льва, они решили перевести его в национальный парк Гир. Когда дело наконец было закрыто, лесные рейнджеры вернулись к своим обычным операциям. Благодаря вниманию, которое дело льва привлекло, Алексей успешно построил новую репутацию для себя. Он спас жизнь больному льву, который находился в шаге от смертельной болезни, и это принесло ему уважение среди сотрудников дикой природы лугов. Эта известная восхищающаяся репутация распространилась не только на Алексея, но и на доктора Светлану, которая также проделала отличную работу для приюта. Оба они проявили блестящее суждение в ситуации, которая, казалось, выходила из-под их контроля, сделав их образцом для подражания другим в своей области. Алексей почувствовал гордость и восстановление, понимая, что его инстинкты вызвали значительные изменения. С высоко поднятой головой он продолжил служить лесным рейнджерам, укрепляя доверие среди своих коллег, как никогда ранее. Какой интересный рассказ. Что вы думаете о смелости Алексея и доктора Светланы? Что бы вы сделали, если бы увидели такого гигантского льва? Оставьте ответ в комментариях ниже.